Bas ihtiyar bas. Yoklar mı burada? Anne. Kaya. Madem herkes burada, benim ağzımdan duy. Ali artık benim helalim. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Посмотрим, что произойдет в новой серии. Смогут ли Кая, Зерин и их ребенок быть спасены? Заберет ли Демир Зерин и попытается ли убить Каю? Смогут ли Джихан и Алия прийти на помощь Кае и Зерин? Расскажет ли Демир кому-нибудь, что он бросил Кая умирать и забрал Зерин? Погибнет ли Демир в автокатастрофе во время погони между ним и Каей? Попытается ли Баран передать Джихану и Алии тайное сообщение через Каю, сводя Джихана с ума? Приведет ли растущая близость Джихана и Алии и их поведение как мужа и жены к тому, что Баран совершит плохие поступки? Что скажет Баран, когда Алия назовет его своим законным мужем? Попытается ли госпожа Садакат убедить Барана смириться с присутствием Алии и Джихан, или же она продолжит делать обратное? Где Зерин? Сможет ли Кая найти Зерин? Выяснится ли, что Ипек сообщила Демиру местонахождение Зерин? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран оставил Алию и Джихан в покое, а Демир умер, чтобы Кая и Зерин могли пожениться и быть счастливыми со своим ребенком, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра. То, что произойдет в новой серии, перестанет быть просто спасательной операцией или историей побега, это превратится в переломный момент, раскрывающий характеры, слабости и пределы каждого. С началом родов у Зерин понятие времени полностью исчезнет, и каждая секунда будет иметь решающее значение как для Зерин, так и для ребенка. Все внимание Каи будет сосредоточено на Зерин. За рулем он будет не только следить за дорогой, но и контролировать дыхание Зерин, за тем, не закрываются ли ее глаза, не холодны ли ее руки. Этот сильный страх ослабит рефлексы Каи. Демир же, напротив, воспримет этот момент как долгожданную возможность. Для Демира это будет не просто возвращение Зерин, а попытка вернуть всю утраченную власть и контроль. Идея устранения Каи будет все яснее звучать в голове Демира, и эта идея не возникнет внезапно, она взорвется как кульминация прошлых унижений, унижения в глазах Зерин и чувство собственной никчемности. Поэтому Демир будет воспринимать попытку убийства Каи не как преступление, а как право, что сделает его еще более безжалостным. Автомобильная погоня станет столкновением не просто двух автомобилей, а двух мировоззрений. Кая ускорится, чтобы защитить, Демир ускорится, чтобы уничтожить. Эта разница создаст предпосылки для неизбежной катастрофы. Сужение дороги, ухудшение видимости и обморок Зерин пошатнут самообладание Каи, запустив цепную реакцию катастрофы. Авария Демира не убьет его, но ранит, еще больше разозлит и сделает еще более неуправляемым. Эта травма, вместо того, чтобы остановить Демира, подтолкнет его к еще более опасному состоянию. После аварии Демир оставит Каю без сознания, не без колебаний, а хладнокровно. Оставить Каю умирать в глазах Демира будет означать избавление от ненужного бремени. Он никому не скажет, что забрал Зерин, вместо этого он будет манипулировать ситуацией, чтобы все обвинили Каю. Эта манипуляция станет самым мощным оружием Демира, откладывающим раскрытие правды. В этот момент на сцену войдут Джихан и Алия. Джихан поймет ситуацию из недописанного сообщения от Каи и без колебаний отправится вместе с Алей. Аля почувствует тревогу, предчувствуя, что происходит что-то плохое, и это предчувствие не подведет ее. Прибыв на место происшествия и обнаружив Каю, покрытую кровью, Аля будет глубоко потрясена, впервые столкнувшись с таким вопиющим злом. Именно в этот момент Баран попытается передать сообщение Джихану и Али через Каю. Баран представит это как помощь, но на самом деле это будет демонстрацией силы. Джихан воспримет это как угрозу, и его гнев по отношению к Барану достигнет критической точки. Теперь Джихан будет воспринимать Барана не просто как опасного, а как прямого врага.
Растущая близость Джихана и Али, их общие решения и взаимная защита будут терзать Барана изнутри. Баран будет воспринимать эту близость не как любовь, а как нечто, отнятое у него. Заявление Алии «Я законная жена Джихана» останется словно печать в сознании Барана, обнажив всю подавленную им тьму. Садакат Ханем возьмет на себя роль посредника в этом процессе, но на самом деле она лишь усугубит раны всех участников. Пытаясь успокоить Барана, она будет провоцировать Джихана, а пытаясь его успокоить, сделает Барана еще более решительным. Эта двуличная игра еще больше ослабит доверие между всеми. Местонахождение Зерриан станет главной загадкой эпизода. Демира отведет Зерриан в уединенное место или в то место, где ему удавалось исчезать в прошлом, изолируя ее как физически, так и психологически. В этой изоляции Зерриан будет бороться за своего ребенка и открывать в себе навыки выживания. Когда Кая придет в себя, его первым рефлексом будет произнести имя Зерриан, и не глядя ни на кого и не обращая внимания на свои раны, он отправится на ее поиски. Эти поиски постепенно перерастут в одержимость, которая поглотит его и приведет к опасным действиям. Откровение о том, что Ипек сообщил Демиру местонахождение Зерриан, станет невидимой отправной точкой всей этой катастрофы. То, что сделал Ипек, может показаться незначительной информацией на тот момент, но ее последствия приведут к распаду семьи, похищению женщины и оставлению мужчины умирать. Когда эта правда выйдет наружу, никто не сможет остаться прежним. В этом эпизоде произойдет поворотный момент, когда невинные намерения обернутся мрачными последствиями, каждый заплатит свою цену, и никто не будет полностью прав или полностью невиновен. Выживание Зерриана и ребенка станет не только спасением, но и символом того, будет ли разорвана эта темная цепь. Каждый шаг, сделанный с этого момента, будет формировать не только судьбы персонажей, но и их совесть. На этом завершается еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.